Привет, друзья! С вами Дина и канал Коллекция рецептов. Сегодня испечем мягкие, пышные и очень вкусные отрубные булочки, приготовленные безопарным способом. Это очень простой рецепт, при котором не требуется ни закваска, ни опара. Достаточно смешать все ингредиенты, и тесто готово. Преимущество этого рецепта в том, что булочки можно выпекать в день замеса, а можно тесто убрать на ночь в холодильник для медленного созревания, а на утро останется сформовать булочки, дать им подойти и отправить в духовку. Итак, приступим. В миску вливаем 250 мл теплой воды, всыпаем 7 граммов соли, 20 граммов сахара и размешиваем до растворения. Туда же добавляем 15 граммов сухого молока или сливок. Если нет сухого молока, можно заменить воду на молоко или молоко пополам с водой. Отправляем в чашу 6 граммов сухих дрожжей, вливаем 40 граммов растительного масла, чуть-чуть оставляем смазать миску. И всыпаем 150 граммов хлебопекарной муки высшего сорта, 150 граммов цельнозерновой пшеничной муки и 60 граммов отрубей. Все продукты смешиваем до получения однородного теста. Отруби можно использовать любые – пшеничные, овсяные или ржаные. У меня овсяные. Если нет никаких отрубей, возьмите такое же количество цельнозерновой пшеничной или ржаной муки. Поначалу тесто довольно мягкое. Я бы даже сказала, слишком мягкое и липкое. Но муки постарайтесь больше не добавлять. В крайнем случае 20-30 граммов, не более. Вымешиваем тесто прямо ложкой в течение нескольких минут, пока почувствуете, что начинает развиваться клейковина. Затем присыпаем стол мукой, выкладываем тесто. Его тоже слегка присыпаем мукой. И поначалу с помощью шпателя, а затем руками вымешиваем тесто еще 2-3 минуты. В результате получается очень мягкое и нежное тесто. Смазываем миску оставшимся маслом. Выкладываем в нее тесто, накрываем пленкой и убираем в теплое место для подъема на 1 час. Через час вот так хорошо подошло тесто. Рабочую поверхность присыпаем мукой, выкладываем все тесто и делим на 10 кусочков весом по 70 граммов. Каждый кусочек округляем и сразу выкладываем на противень на значительном друг от друга расстоянии. Не забудьте противень застелить бумагой или ковриком для выпечки. Ставим булочки на расстойку на 20-25 минут. Обычно для подъема теста и расстойки изделий я использую духовку с включенной лампочкой. У меня булочки подходили 20 минут. Теперь включаем духовку на 180 градусов и пока она нагревается, смазываем булочки обычной водой или молоком и присыпаем отрубями. Но можно этого и не делать, а оставить их как есть. У меня духовка быстро нагревается, буквально за 10 минут. Если у вас дольше, включите ее заранее. Отправляем противень в разогретую духовку на 2-й или 3-й снизу уровень. И чтобы булочки получились очень мягкими, выпекаем их с паром. Наливаем чашку кипятка в любую плоскую емкость, которая разогревалась вместе с духовкой. В данный момент температура в духовке 180 градусов, режим верхний и нижний нагрев без конвекции. Выпекаются булочки 15-17 минут. Готовые достаем из духовки, даем немного остыть и можно подавать к столу. Булочки получаются очень легкие, мягкие, вкусные и долго не черствеют. Они идеально подходят для тостов, бутербродов и прекрасно сочетаются как со сладкими, так и солеными продуктами. Готовьте с удовольствием. Желаю всем приятного аппетита и удачной выпечки. Друзья, чтобы сохранить этот рецепт, ставьте пальчик вверх. Благодарю за лайки, репосты и ваши комментарии. Если вы впервые на канале Коллекция рецептов, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. В плейлисте «Хлеб» вы найдете и другие интересные рецепты хлебобулочных изделий. Все ссылки на экране и в описании. С вами была Дина. До новых встреч!